Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем продолжать апать рейтинг, да, надо все-таки апать некоторых персонажей хотя бы до 1200 на этой прекрасной второй неделе. И поэтому берем бачка, да, 15 уровень, мощь, сила. Хочу попробовать его в соло-боях сейчас, через тактику пенька, надеюсь она сработает. Ой, как надеюсь, да, тактика пенька самая лучшая, сидишь себе, ничего не делаешь, потом взял и всех шотнул. Вроде бы звучит идеально. Также у нас сейчас по одной аптечке, поэтому, наверное, стоит отправиться вниз. Вот сюда, вот к двум ботам. Это будет выгоднее, чем драться за одного бота против того же хамелеона, который утянет, скорее всего, добычу. Хотя тут Джейд уже прибежал, баг. Ой, чувствую, скоро у меня будет минус. Лиска еще. Слишком долго закидывают персонажи, из-за этого проблемки. Ну, кстати, вот видите, насколько далеко притягивает эта штука. Очень далеко, очень, на самом деле. Повезло мне, что сейчас Лизи здесь. О боже, ну это ж надо так на Лизе играть, но вы это видели? Ой, 2 удара сделал как бы. Ближний бой с Баком, да, гениально, гениально. Опа, кенгуру какой-то. Кенгуру, а ты куда? Ладно. Опа, а что так зона быстро пошла? Это сложные бои, вы чё? В смысле? Они что, зону сломали, что ли? Зона идет как в легких боях, офигеть. Я буквально сколько? Секунд 10-15 подрался и как бы зона пошла уже. Офигеть. Нормально. Так, у Никса легендарный дробовик. 17-й. А что так жестко-то? Не душно, да, ребят? Вообще не душно. Не душно. Так, поставим капкан для чего? Он там хилится косточкой, что ли? Или бинтом? Походу, косточкой. Так, ну... Мне такое ощущение, что у него читы какие-то, знаете, которые позволяют видеть. Потому что без читов я не понимаю, как так можно играть. Что мне с передвижением у Бака? Он какой-то... Не, ну это 100 пудов 4, ребят. Ну это бред полный. Чел просто ничего не делая... Ну, вы видите, что происходит. Ну это как бы сложные бои, да. Не душно. Не душно как бы. Тащим до 15-го Бака, чекайте. Тащим. Ну, видите, как этот пингвин играет? Кстати, давайте глянем. Хотя смысла смотреть, да, погнали. Ну, значит, пойдем в командный бой. Чё? Как говорится, судьба. Слишком недушно. Чел просто не знает, где я стою, при этом отъезжает и шотает меня. И стреляет точными выстрелами туда, куда я стою. Совпадение? Совпадение? Дважды. Совпадение? Не думаю. Вот и я не думаю. Ладно. Сейчас нам нужно будет заменить дропчик. Взять дефибриллятор вместо бомбы Молотова. Кстати, мне было интересно, сколько там наносит бомба Молотов. Давно этого не смотрел, как бы брал чисто по привычке. Длительность 4-5 секунд, урон в секунду 40%. От чего урон? От ХП? Ну нет, так не может быть. То есть непонятно, какой урон вообще. Странный. Вот почему нельзя нормально написать? Почему? Кто ж его знает, да? Эх, ладно, берем дефибриллятор. Гениальная бомба Молотова, которая непонятно даже как дамажит. И идем в бой. Не, ну Бак жесткий. Должен затащить в командных боях-то. Эх, прекрасная игра, прекрасные челики, которые предсказывают будущее. Там могут видеть через стены. Все прекрасно, да? О, смотрите на этих гениев, а. Больные. Ах, прекрасные командные бои. Как обычно, впрочем, ничего нового. Да то 14 джейд со мной есть. Там сверху бот, но 14 джейд пофиг, этому Никсу тоже пофиг. Они же слепые, они же не видят карту, да? Почему они такие? Почему? Что их сделало такими? Интересно. Тони какой-то здесь. Нет, откуда не возьму. Акула 17 уровня. А, то есть нормально, да? Балансим как бы. Акула, кстати, умер, то его Тони резнул. Чисто повезло. Ну,
Ну, за счет гранат сейчас мы убили. За счет Джейд, за счет меня. Кое-как. Ну, это капец просто. Ну, получилось неплохо. Похилимся сразу, тут аптечек у нас будет много. Ну вот и гранатки хорошие поехали. Еще бы дробовичок дали бы, было бы отлично, но вряд ли с этого прекрасного существа будет дробовик хороший. А нам бы его надо найти, поэтому мы отправимся вниз. Ну блин, кстати, очень странно. 1100 рейтинга, 14, 15, 17 уровни по КД просто. А, Ник забрал легендарный дробовик. Ну да, самое важное. Ну, кстати, бачком как-то стало попроще играть. Или мне кажется. Не знаю. Может, кажется просто. Ну, посмотрим, как говорится. Ну, мне что-то кажется, что я ему какие-то атрибуты подулучшил. Прям вообще как-то жестко стало. Копье очень классно начало дамажить, доставать. Может, подкорректировал незаметно и забыл просто. Я мог, да. Ну, кстати, у нас сейчас неплохая ситуация. В принципе, мы победили. Осталось просто тут. Хотя нет, мы еще не побили, там еще один сквад. И может быть такая ситуация, что, ну, команда моя может просто проиграть. Опять же, непонятно, у нас Джейд какая-то. Мне кажется, у нее инструменты есть. Но это не точно. Но опять же. С Джейд главное побыть поближе, и все будет красиво. Ну и главное, чтобы противники были не какие-то там фулл 17 уровня. Минус крабик, минус сейчас все остальные, потому что им тут деваться некуда. Ну да, все, тут Габелла. Они слишком слабые по уровню. Слишком слабые по уровню у нас попались противники, к сожалению. Вот видите, просто баланс командных боев. У одних 15 уровень, 14, у других 9, 10. И как в это побеждать, да? Где баланс? Выходи. А его нет, он не выйдет. Такие дела. Ну, что поделать. Такая игра, такой баланс. К сожалению, кому-то везет, кому-то нет. Он нам кинуло 2 седьмых Никса. И 11 бака, 14 джет и 15 бака. Ну, зато есть шансы у всех на победу. В этом прикол. То есть, если вы играете в командные бои, у вас даже когда вы низкий уровень, есть неплохие шансы на победу. То и, в принципе, если поражение, и вы там уже сливаетесь, то можно, в принципе, просто потянуть время и занять там в 0 рейтинга, выйти и как бы ничего не потерять, да? В отличие от там соло-боев, где вас просто задушат и как бы вы идете в минус. Вот такие дела. Ай. Смотрят со своих гайдов. Вот откуда бобра сандали святого, как вы думаете? На 6 уровне. Выпали, что ли? Не думаю. Не думаю, что бобру так легко падают сандали святого. Да как он живет? Он мне... Посмотрите, бобер 6 уровня на какой-то халявке снес мне почти фулл хп. Алло! Это как вообще так? У него там урона столько нету. У меня столько хп бешеного, что там он просто не мог бы столько снести. Но эта игра, это... Как бы... Она решает за тебя, сколько должен дамажить противник. И увеличит ему урон там в 10 раз, к примеру. И все, как бы нормально. Вот, кстати, сейчас затестим, сколько хп бака. И сколько мне бобер мог снести луком. Да, я там бы поиграл немножко в зоне, просто там было вообще мизер по времени. Он мне вроде кинул одну гранату один раз. И один раз кинул лук. Я даже не знаю, сколько мне секунд лук дамажит. 10 тысяч хп, 10 600. 10 600. У бобра урона там капля. Ну, максимум он мне мог 1000 снести. 1000 с 10. А он мне снес почти все хп. Ой, как интересно. Ладно, продолжаем следующий бой. В соло-бои уже не пойду. Чувствую, я вообще соло-бои перестану ходить таким образом. Ну, просто там такая душнина. 17 уровень заходишь против тебя, ты такой, ага. Которая может тебя через стены видеть. Ага, интересно. Интересно. Эх, ну, может, там новый баг, я не знаю, это ж разрабы. Они могли вместо синего экрана просто сделать так, что у союзников, ну, у игроков, да, будет видно этот, как его... Будет видно, блин, как же его называют? Ну, видно текстуры, типа, под текстурами. Не, ну с одним копьем будет, конечно, весело здесь драться. Акул, ты больной! Он больной, но ему не повезло. Дробовик достался мне. Ну, его спасать я все равно уже не буду. Обойдется, как говорится. Если что, соло затащим, надеюсь. Хотя в этой игре все равно соло не затащить, как бы. Как бы ты ни старался, тебя могут даже задушить при 5 уровне из этой непонятной фигни с балансом. Но все равно ты как бы 15, у тебя есть преимущество.
И это преимущество вот такое вот. Правда, панелька немножко зависла. Залетел, тот всех развалил. Батька. Не, гляньте, меня со всех сторон душат. А, смотрите, просто 2 сквада душат, офигеть. Что, не задушили, да? Слабые? Слабые. А моя команда ничего не делает, офигеть, прекрасно. Ну, впрочем, ничего нового. Просто залетел в 3 сквада. Тут 3 сквада, чтобы вы понимали. Это не 2, это было 3 сквада. 3 сквада, мать его. 3 сквада. Жесть. Просто 3 сквада такой залетел и развалил. Это кайф. Я понимаю, сила легендарного дробовика. А чё, Генри, как жизнь? Как жизнь? Куда бежишь? А что такое? Чё умираешь? Ты же 14 уровень. Вот он, видите, ребят, вот это баг с легендарным дробовичком. Кайф. Блин, они резнули. Вот понимаете, у 7-го Никса здесь есть рез. Точнее этот, ну да, скорее всего. А чё я не притянул, там же хватало дистанции. Вот, заметьте, когда хватает дистанции баку, он не притягивает почему-то. А когда не хватает, он притягивает. Хотя, возможно, текстура все-таки зарешала. Но, блин, это и было эпично. 4 сквада просто здесь в одном месте были. О, смотрите, сколько урона. Смотрите, просто, смотрите, 9-й бобер. Нормально, да? Нормально? 9-й бобер снес пол хп. Одним луком. Одним луком. Как же интересно, да? Очень интересно, на самом деле. Ой, увлекательно, интересно, как он это сделал. Ага. Ай, зубы. Раньше, кстати, такого не было. Вот если вспоминать, когда было по 20... Вот, знаете, там был момент, когда за грандмастера сделали разрабы то ли 20, то ли 25% усиления персонажа. То есть, вне зависимости от того, какой ты уровень, если ты типа по грандмастеру ниже, вроде как, или в зависимости от уровня, я вот тоже уже не помню. Все-таки, может, по уровню это было. Ну, короче, в грандмастерах это как-то сделали, но там это не было как-то с грандмастерами завязано. То есть не было завязки на чем-то на уровне вроде как. Ну, не буду точно говорить, но там было что-то около 25% или 20% усиления. За счет того, что у тебя либо ниже уровень на одном и том же грандмастере, либо у тебя грандмастер ниже, чем у противника. Ну, что-то около того. Что позволяло более низким уровнем подниматься повыше по рейтингу. В этом плане. 12, кстати, киллов. Моя команда бесполезна. Ну, не суть. И тогда, в те времена, не было такой штуки, что типа тебя мог шотнуть 3-й уровень, 5-й уровень. Ну, это было просто бредом. Ты просто мог ходить и этих 5-х уровней вот так вот по щелчку пальца шотать, и как бы было изи. А теперь, как вы заметили, тебе даже вот там 6-й бобер кидает лук, у тебя пол хп уходит. У 15-го бока пол хп, что бобра? Бобра, блин, 5000 урона, откуда? У меня даже на 14-м или на 13-м бобре, который у меня сейчас даже глянем это, специально вам покажу. Сколько у меня урон с лука. Даже легендарный посмотрим, да? Легендарный лук. Смотрим. Легендарный. Подожди. 400. 400. Так, ладно. Тут суть в чем, типа, эти... Подождите, я точно смотрю бейтсы, да? Дальность. Ну, там, наверное, слишком много стрел выпускается, но все равно, как бы... Допустим, тут будет 10 стрел, да? 10 стрел, я под фулл урон попаду 4000 урона. Ну, не 5? Не 5, даже у 13 уровня 5000 урона нету. А мне 9. 9, 6, изи. Ладно, короче, погнали в следующий бой. Хотя нет, уже затянулось видео, поэтому будем заканчивать. Вот такой сегодня баг получился. В принципе, победки красиво получаются. Бачок это просто имба. Вот представьте, если бы я не залутал тогда легендарный дробовик. Как бы это все закончилось? Как бы это все закончилось? Правильно, поражением, скорее всего. Я бы не смог это все вытащить. А если легендарным дробовичком я просто залетал и минусовал целый сквад. Соло, пока мои союзники, как много они помогали. Аж целых 0 киллов, кажется, около было. Но это вам виднее, потому что я уже перематывать не смогу. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Вот такой вот прекрасный баг. Всем пока-пока.